Дорогие друзья, всем привет. О том, что сейчас только нас два микрофона, вот у Людмилы, у Натальи, вы уже их видели. Поэтому я буду молчать. Я взяла вязание, чтобы молчать. Вот. Чтобы кофточка, молчать. кофточка будет кофточка новая из хлопка. Так что вы, пожалуйста, беседуйте. Нет, посмотрите на нее. Пришла, бросила нас одних. И как-то мы будем беседовать. Ты нам хоть вопросы задавай. Вы знаете, я так люблю молчать, вы даже не представляете, что я молчунья. Ну, давайте я по старшинству возьму на себя это дело. Ну, немного. Я как бы новое лицо в этой компании. Я чуть-чуть о себе расскажу. Почему я здесь, сколько раз я здесь, какой мой опыт в Египте. Это интересно будет, девушки? Да. Вот. Кофе турецкий пьем, кстати. Ну, ладно, мы сегодня арабский купим. Первый раз я приехала в Египет 15 лет тому назад. Вот. И как бы это был отельный отдых. И вот в этот первый раз и все и случилось. И была и любовь, и понятие. В общем, влюбилась. Была, да? Да. Египтянин, да? Да. Сколько ему лет? Ну, он был на 10 лет меня моложе. Так это нормально на 10. Да. Так, и? Это не на 30. Чем закончилось? Я в нем увидела фараона, ну, там, потомка этого Рамсеса какого-нибудь, потому что там настолько были глаза красивые, ресницы, настолько речь была. Он говорил еще по-русски, потому что он работал гидом в нашем отеле. Ужасно. Это ужасно, когда еще говорит по-русски. Ну и все, и как бы... Это самый страшный хабиби. Да. Ну, неделя эта прошла шикарно, как бы в такой любви бешеной. И когда надо было уже уезжать, мы договорились, что он меня проводит. Он, как всегда, сказал, что он занят на работе, не может, он выезжает куда-то, и он меня не проводил. Конечно, и вот тема. тут пришло понятие. И принятие сразу не пришло этой ситуации, но понятие пришло. Розовые очки разбиваются стеклами вовнутрь. Хотя я была с подругой, и мы как бы хотели разобраться, почему так. И у нас уже практически получилось, потому что мы, отдыхая в отеле, бармен и еще один там второй бармен пригласили нас в кафе, типа угостить. Мы пришли в кафе и сидим, ждем, когда они нас будут угощать. Такое движение, все бегают, все и сам. Я говорю: Марин, а что, нельзя, что ли, кофе принести? Она говорит: я ничего не пойму. Сказали, сейчас посидим в хорошем кафе, они что-то себе накладывают, а нам ничего не несут. Она говорит: слушай, меня осенило. Это же мир наоборот. У них же, говорит, буквы наоборот, у них и мир наоборот. Понимаешь, говорит, это люди, которые работают в сфере обслуживания, так же, как у нас работают в сфере обслуживания женщины, и они как бы, ну, надеются на иногда, то, что... да, делают вот такие, ну, как выпады, что ли. Оплачивать должны вы. Да. Так же, как у нас женщины делают официанты, это делают бармены, здесь мужчины. И, короче... То есть они вас обслуживают, а вы платите? Они нас обслуживали, и они обслуживали себя, и мы должны были в конце, по-видимому, оплатить. Да, и вот тут я соскочила, как ты, и говорю: денег у меня нет, не ждите. Да, и Марина на ломаном английском им объяснила. Они: нет, сразу все, раз сценарий хоба переигрался, гляжу, это чай несут, но раз уже вот так пошло, я говорю: нет, денег нет, не хочу. Я думала, мы просто пообщаемся, узнаем о Египте. Мне первый раз, представьте мне, как с коренным населением поговорить. Мне было очень интересно, и в результате, короче, вот такой облом получился. Ну, однако это мне не помешало влюбиться. Ну и все, я о многом поняла. Ну, а дальше уже как бы... Вот смотри, как быстро, так раз, быстро. И не помешало ей влюбиться. Да. Ну, это вот называется новичок с нуля, когда даже не имеет понятия о менталитете, о местных правилах здесь, как ведут. Курортная зона, хабиби. Это бизнес, это продажа. То есть, как бы я... А тем более, когда разговаривать на русском языке, то есть это уже все понятно. Сколько там русских-то прошло. Ну да. Поэтому наука, маленькую получила маленький опыт. Это еще небольшой. Да, как бы мелким испугом обошлась. И все. Но
Египетский мир все равно по-прежнему он меня влек, у меня какие-то были инсайды, как будто я вообще здесь раньше жила. Первый приезд, у меня еще стрижка такая была в форме черепа Клеопатры, и меня все называли татуаж, представьте, губы пухлые и такая лысая голова в форме это даже не это как бы это форма, по-моему, Нефертити. Нефертити. Да, Нефертити. И вот меня все звали Нефертити, все просто. И как бы и у меня там такой инсайт, как будто я здесь когда-то жила, и я кто-то здесь какая-то была. Вот, а говорят, что магии нет. Это египетская магия, Да, она тянет, да. манит. Один раз Да. стоило влюбиться. Да. И вот я в этой стране уже 10-й раз. И вот этот раз я приехала просто, чтобы как бы, ну... Так ты любишь Египет? Люблю Либо ты... и ненавижу, я Нет, у нас скажу. Одно из с двух. Египтом. Одно из двух. Либо Да. ты его любишь, либо это какая-то магия, которая тянет вот любовно еще таким да. шлейфом. Да. Нужно как-то определиться, отделить мух от котлет, понять, что конкретно тянет в Египет. Потому что это очень важно. Потому что если это вот магическое вот это состояние, которое дает мужчина египетский, Это есть. то это опасное дело. Потому что можно влететь еще раз, и итоги будут очень плачевные. Поэтому если ехать в Египет, нужно любить сам Египет, не мужчин. Ну да. Ну еще можно я добавлю, что, извините, за 15 лет либидо меняется. И когда уменьшается либидо, как раз и возрастает мозг женский. Ум появляется, понимаете? Ну, это хорошо. Да, когда у тебя хлещет, плещет, и ты уже плохо соображаешь. Поэтому как бы пришла уже другая мудрость. Теперь уже как бы ты понимаешь, что человек нужен, мужчины мне нравятся, я люблю мужчин, я как бы не разделяю по национальностям, египетский, славянский. Для меня и там, и здесь есть хорошие люди. Как бы они есть, и я с ними общалась, дружила, встречалась. Поэтому как бы, это значит, ушла преимущество нашего возраста. Вот я всегда любила, да. А раньше я боялась, что вот мне будет 40, когда мне было 30 с чем-то. И у меня даже такая вот депрессия была. Думаю, боже, я уже жизнь закончена, 40 лет. Что я буду делать? То есть как бы бессмысленность. И чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что все-таки года – это богатство на самом деле, даже для женщины. Да. Если правильно вот распорядиться ими. То есть вот эта вот мудрость, она не только как мудрость помогает, но и красота никуда не уходит, если ты за собой смотришь, и любовь никуда не уходит, и отношения с мужчинами, они даже еще увеличиваются, как бы нет, это вот все миф, что женщина после 40 неинтересна, неправда. У меня до 40 не было столько поклонников, сколько пришло после 40. То есть я сама удивилась, как так? Ну, мужчинам тоже интересно разговаривать, им интересно обмениваться мыслями, какими-то инсайтами. То есть им не только секс важен. Поэтому возраст очень... Это действительно богатство для женщины. Она становится намного интереснее, чем когда она просто молодая, и у нее есть просто красота. Но хочу сказать, что в наше время молоденькие девочки тоже молодцы. Я наблюдаю очень много интересных, развивающихся личностей. Раньше как-то меньше было. Вот сейчас... Да, я вот смотрю. Вязальщиц много. Да, вот вязальщиц, вот сидит красивая женщина, она всегда молчит, она вяжет какие-то красивые вещи. А где наш шарфик красивый? Вот. Надо ей подарить спицы. 8 марта скоро, да? Скоро 8 марта, да. Вот у нас же есть интернет-магазины, есть просто магазинчики, почта интересная, можно прислать. И этот человек будет настолько счастлив. Вот такой вот мелочь. Ну да, донатик небольшой. Просто клубочку каких-то Виктория ниток столько судеб показывает, хороших. да? Просто вы посмотрите, какую красоту она вяжет. Я когда увидела, у меня просто речи потеряла. И вот такая вот красота, она шикарная, она выглядит очень дорого. Мы даже можем показать, где магазин нити. Это выглядит очень дорого, очень шикарно. Это просто вот как лакшери какой-то. Я никогда таких шарфиков и вязанок не видела в продаже нигде.
То есть это видно, что вязано руками и настолько аккуратно, настолько профессионально связано. Слушай, даже Это- в цвете еще Можно почту этот... прислать подарочек, скажи, Наташа. Конечно, можно почтой прислать подарочек, мы вам скажем адрес, правильно, куда? Да, а я обязательно всему миру расскажу, кто мне прислал спицы и Да. ниточки. И надо вот такие вещи. И будет всё-таки- вам респект. Да, мы будем уважать вас. Да. показывать вещи, которые вяжет Виктория. Они очень шикарные. Просто Виктория, она очень такая вот стеснительная, Да, скромная не женщина. А почему-то она не показывает свои красивые вещи, которые она вяжет, очень-очень редко. Вот. Но мы Да. их видим, и просто это шикарные. Но почему она их прячет, я не понимаю. Мы будем их показывать. Да, мы с Наташей сделаем фотосессию скоро, видео. Обязательно, потому что нельзя прятать. Такое прятать нельзя. Она талант. Это талантливый человек, и которому надо совсем немножко. Немножко, спицы новые. Совсем немножко. А ты скажи, что тут просто у нас в Фургаде нету спиц классных. Они сюда не доезжают. Вот Да. видите, я не специалист, я Вот не видишь, знаю, как есть человек они, даже- что Да. есть в Хургаде, потому Нету. что я не вяжу, и Нету, такие обычные, ну, вообще. вот вы слышите, нету спиц, нету, много чего нету хорошего, так что мы... Не жалуйтесь сейчас. Но зато у Да. нас мужчин как Да, песка да. в пустыне. Да, много мужчин. Мужчинами много не свяжешь, но... М. Но мы будем рады, если вот, мы можем, если вы что-нибудь пришлете, мы будем делать такие шикарные шедевры для вас, показывать. Вот, И там многие просят Викторию, чтобы надела изделие свое. Где? У тебя я смотрела в Да? комментариях, да. Очень редко Свитер она какой-то одевает. там, Ну, сегодня что-то, вот да. шарфик вам показала. Ну, Да. шарфик Шарфик просто, шикарный. это просто. Да. У меня много. Покажем. Наталья будет модель. Ну, еще можно про Египет еще? Давай, Хочу давай. сказать про Египет. Ну, потом я это все переварила и выяснила основную причину, почему я лечу опять в Египет. Потому что я солнцезависимый человек. Да, я настолько завишу от солнца, я не знаю, может, это зависит от того, что где я родилась. Да. Может быть, да. Потому что мои родители были геологами, и я родилась в Казахстане. Он солнечный. Вот. А теперь, как бы вот у меня, ну, я как бабочка на батарею. Вот батарея, заряд энергии мне необходимо солнце. Где его еще больше всего найти солнце? В Египте. Египет – это страна, которая, но на протяжении, там, я не знаю, скольки столетий они молились Богу, Ра, и они отмолили, понимаете? Это страна, в которой отсутствуют пасмурные дни. Представляете, это же Отмолили. счастье. Они отмолили, потому что у них самый основной бог – это бог солнца, Амон, Ра. И такие храмы они понастроили, да. Вот еще плюс какая история в Египте. Это вообще в шоке. Я когда прохожу, это просто дверь, да? Не знаю. Кто? Давай я посмотрю. А, нет, я же на этом... А никого нет. Да нет, это ветром, ты же сама Да? говорила, что дверь А мне шлепает. показалось, что-то постучал. Ну ладно. И история Египта, это вообще там еще до нашей эры, древний... Да, Давай я это открою. кто-то пришел. Давайте... Угу. Наталья сейчас посмотрит. К нам гости. Так, нам- Посмотрим, да. Приходила кошечка, а за кошечкой... Ну, в принципе, я могу рассказать. О, это наш Дармен, наш управляющий. Здравствуйте. Так, что там такое? Душ? Зачем? Хайр, а можно через раз, два, три, полчаса? У нас это... Хайр, у нас... After 30 minutes. Да, съемка, да. Ага. Пожалуйста, через час. Очень приятный Дармен вообще мне, он очень Да, нравится. классно, такой приятный, Он повезло. очень добрый, да. Да ты что, Он да? увидел, что у меня у душа не крутится крепление, и при помощи хозяина они исполняют любые желания, в общем. Молодцы. Так, ну про солнечную страну мы говорили, да. Так, и хочу добавить, нужно быть аккуратно, все-таки мы живем в то время, Да. когда, если вы слышали, на данный момент, это по всему миру, это не касается только Египта, это касается вообще в общем Солнца. Сейчас происходят какие-то
ужасные вещи на солнце. И Вспышки, аномалии, радиация, да. она максимальна, поэтому на сегодняшний день нужно быть очень аккуратно с солнцем в любой точке мира, неважно, Египет это, либо еще где-то, потому что можно заработать нехорошие болезни, можно заработать рак кожи, поэтому лучше закрываться. То есть солнце, оно полезно, оно даже полезно в теньке, это витамин D, но прямых лучей нужно остерегаться, закрываться, закрывать голову, закрывать волосы, закрывать тело для того, чтобы оставаться здоровым. Поэтому тут был разговор о моих любимых платочках, Да, которые вот я что я люблю. Уже Я их не зря люблю, и у поэтому я меня знала, пишут, куда я ехала. и у Виктории пишут. Я знала, куда я ехала, поэтому я Да. всеми силами готовилась к солнцу. Вот мои волосы, Посмотрите, они какие тоненькие, блондинистые беленькие. волосы. И если славянки, я они чуть-чуть, вот буквально даже испортятся. 2 месяца летом, им будет капут. Вот, поэтому я люблю вот такие вот вещи. Вот такие Классно вообще. вот такие вот Тем более они вещи тебе вообще я очень люблю. Они идут. закрывают волосы, они закрывают голову и закрывают вот эту часть шеи, которая старится в первую очередь от солнца, страдает. Поэтому Вот вам это ответ не на ваши связано вопросы. Да, никак как раз. с мусульманством, это никак не связано, ну, с уважением к культуре страны. Если я, допустим, еду по рабочим моментам договариваться о очень серьезных делах, допустим, в Дахар, неважно куда, конечно, из-за уважения к культуре этой страны я платок одену для того, чтобы ко мне относились более серьезно, для того, чтобы меня слышали, что я говорю, о чем я говорю, потому как у меня был опыт, вот когда я приехала только что в Египет, я пыталась где-то встречаться с людьми и договариваться о каких-то услугах, о какой-то взаимопомощи, и вот я прихожу такая вот блондинка, вся такая красивая, белая, вот, волосы вот так вот на ветру у меня распускаются, меня никто серьезно не воспринимает, потому что, ну, вы сами понимаете, что я прихожу в семьи, мусульманские семьи, я прихожу даже не в мусульманские, да, даже когда жены русские, жены славян, все равно я прихожу в мусульманскую семью. Ну, это жена мусульманина, это Египет. И поэтому нужно уважать людей, которые здесь живут, нужно уважать их культуру, и не надо их провоцировать вот этим белым волосом, если бы у меня хотя бы он был темный. Вот, мне цвет моих волос очень нравится, поэтому я стараюсь не создавать конфликт, не создавать ситуации, которые отвлеченные от дела, потому что я здесь максимально увлечена делом, ни мужчинами, ни соблазнами. Я хочу как-то самореализоваться, как-то найти себя, и поэтому для меня важно, чтобы меня слышали. Вот, чтобы меня слышали, что я говорю, а не смотрели на мой цвет волос, на мои там голые части тела, чтобы это не отвлекало. Ну, я просто вот эти моменты учитываю. Вот. Но это никаким образом не связано с тем, что я там что-то меняла, веру. Это просто мне нравится. Я всегда любила платочки, это красиво. Вот такими шапочками быстро вот так вот снял, быстро одел, волосы защищены. В общем, я наслаждаюсь. Такое чувство, что я попала в свою страну, где я могу в своем возрасте, вот 50 и выше, закрывать все свои проблемные места, которые я уже не хочу выставлять наружу. Это моя шея, это уже... Вот, поэтому это очень удобно, да, вот эти вот платочки, которые завязываются так, что они закрывают и подбородок, и шею, вот эти все места, и придают форму голове, мне не нужно делать никакие прически, то есть с утра встала, я уже красивая. Да, это очень хорошо. И я побежала по своим Вообще делам, я главное. решила миллион вопросов с людьми, и я красивая, только меняешь цвет платочков, и я всегда красивая, не надо думать, там, какая прическа, там, вот. Ну, пыль, конечно, это ужасно. Вот. Когда я приехала, пару дней пыли, и моя голова, извините, чесалась. Вот. Я не выдержала этого.
К сожалению или к радости мы в Сахаре. К сожалению, да, мы в Сахаре, мы в пустыне. Как я всем говорю, ты где? Я говорю, мой дом последний в Сахаре. Я испугалась, думаю, что у меня какая-то аллергия, что у меня там на воду аллергия. То есть, и когда я стала закрывать, не волос закрываю, а просто вот голову, кожу закрываю. Вот, у меня все прошло, все, у меня уже ничего нигде не чешется, нет. Потому что пыль ужасная, да. Ну, давайте еще поговорим о Египте, плюсы-минусы. Отходя от этого первоначального опыта, мне было интересно, и я начала все больше узнавать о Египте. Я начала факты смотреть, цифры, апеллировать ими, анализировать. Я это люблю вообще, ковыряться это все. Я аналитик, Да, поэтому мы с тобой... вот. Да, мы анализируем здесь на диване иногда, да. Анализируем все Да. подряд, иногда даже доходит до конфликта, мы начинаем спорить, ругаться. Потом у нас кто круче. Нет, у кого Я как... и говорю, ты полное имеешь право послать меня сейчас Да, да. нафиг и закрыть за мной дверь. Чтобы остыть. Да, ну вот о Египте, да, короче, вот, начнем с того, почему девочки едут сюда, наши, белорусские, украинские, потому что, как уже было сказано, неоднократно Наталья говорила, внимание славян, оно, такое минимализированное, да, никакое, и в возрасте уже за 40 женщина уже не женщина. Я о себе говорю. Я уже женщина за 50 и даже за 60. И та категория людей, которые в России, это возраст доживания. Понимаете, тот возраст, когда ты уже никому не нужен, кроме своих детей. И то посидеть с внуками, много не говорить, никуда не встревать, не вникать, просто закрыть рот и нянчить внуков. Вот в таком этом. И женщины моего возраста уже за 50, они входят в такую депрессию, да. Они просто стараются не выходить из дома. И это на протяжении многих лет это происходит. Допустим, у меня такие были периоды, когда у меня было подвигом выйти из дома. Представляете, подвиг, чтобы подняться, выйти из дома, чтобы подняться, принять душ. Вот такие я вещи совершала. Но я это делала, и несмотря на то, что я такой человек контрастов, что где-то мне подвиг подняться, выйти на улицу, а потом раз и не подвиг рвануть в другую страну, в другой город, в другую потому что систему. Женщина без внимания, она засыхает, любая женщина. Это касается, наверное, всех абсолютно. Да, и я стала изучать Египет. Касаемо всего. Касаемо, допустим, всем нам хочется, мы материальные люди, спасибо Средневековью, мы хотим отношения, которые, не товарно-денежные, а чтобы нас любили, чтобы нам дарили, чтобы нам делали подарки такие, и мы в ответ допустим, что мы можем в ответ мужчинам дарить? Любовь, улыбку. Улыбку, радость. Да, уют, вообще радость, да. Счастье. В принципе. Если им это не надо, значит это не надо. Анализируя, больше я им ничего не дарю. Все это, мы понимаем, что в России, допустим, на данный момент, я посмотрела, да, всего лишь на 147 миллионов, почти что 150, у нас всего лишь 180 тысяч миллиардеров. Миллионеров, 180 тысяч. В Украине на 29 населения всего лишь, представляете, 10% миллионеров. Сейчас такой рублевый миллионер ни о чем не говорит, поэтому мы говорим о долларах, само собой разумеется. Беларусь, несмотря на то, что это маленькая страна, население 9 миллионов, у нее тоже 10 тысяч. Представляете? Да? Так что из Беларуси можно особо и не бежать. Ничего там нет в России. В процентном отношении Беларусь на какой-то 0,01 всего лишь беднее России. Да, я тебе расскажу такой интересный факт. Есть такие сайты знакомств. Подождите, дайте я доскажу. Ты можешь сравнить мужчин, наш сайт знакомств с нашими мужчинами заходишь. И чтобы не забыть, скажи. Перекреститься, и это все заметили, что там не взглянуть и заплакать сразу. То есть там мужчины, их лица, они не обезображены интеллектом абсолютно. А я слышала, от заходишь многих. на российский сайт, там я вижу мужчин. Может, это приезжие, может, какие-то это иностранцы. Нет, я это слышу от многих белорусских женщин. Но у меня близкая подруга, она говорит, весь цвет нации выехал. Он или в Москве, или за рубежом. И говорит,
первая причина, она тоже любит Египет, она скоро приедет сюда, она будет здесь жить. И, ну, если, ладно, она сама приедет, и я думаю, вы с ней встретитесь, тоже яркий, интересный человек. И она тоже, у нее дефицит общения, ну, с мужчинами, потому что их, ну, нет в Беларуси, говорят. А что такое вот дефицит общения? Мы не говорим обязательно строить отношения. То есть вот моя вот такая позиция, Конечно. не знаю, как у меня также. У всех, у других женщин, ну вот у моих подруг также. Мы не нуждаемся как бы в отношениях, в какой-то индивидуально. Мы просто вот выходишь на улицу, вот просто в соседний магазин, и пока ты идешь, тебе улыбаются бармены, они тебе помогают, они относятся к тебе именно как к женщине. То есть ты чувствуешь, что ты красивый цветочек, вышел на улицу, тебе улыбаются, тебе помогают, в магазине к тебе относятся тоже доброжелательно. Куда бы ты ни пошел, в любое место, ты чувствуешь себя женщиной. То есть не обязательно знакомиться с мужчиной, заводить с ним отношения и попадать в какие-то неприятные ситуации, хотя можно завести отношения, если очень хорошо научиться разбираться в мужчинах. Можно. Ну, Вот, их много еще здесь. Да, их же так много, поэтому даже нет смысла выбирать кого-то одного, можно очень долго выбирать, можно годами выбирать, можно 5 лет, 10 лет выбирать и не выбрать, и в процессе выбора получать максимальное удовольствие и чувствовать свою женскую красоту, привлекательность в любом возрасте, просто выходя за хлебом в магазин на соседнюю улицу, то есть ничего для этого делать не надо. И просто прогулявшись за хлебом, за молоком, получаешь все, вот все эндорфины, витамины, все, что хотел, и приходишь домой счастливый, и вот этого вот достаточно, чтобы заниматься своими делами, там, ну, можно и бизнесом, чем угодно. Тоже подзаряжаешься. Подзаряжаешься, да, очень. И плюс вот это вот солнце, вот это вот красивая египетская одежда разноцветная. Я не знаю, почему здесь арабки в массе в своей носят черные, я не понимаю, потому что египетская мода, она испокон веков, она была разноцветной. Вот. И это всегда Египет, он всегда был разноцветный, может, разными цветами. Арабы, потому что может, она же не была и Арабия. Может, потому что, да, может, это какая-то глубокая религия у них. Наоборот. Я думаю, да. Черная. Ну, можно же как-то и закрыться, и не привлекать, и быть одновременно красивой, разноцветной. Но Египет – это разные цвета. Это никаким образом не связано с это вообще такая вот яркая страна, арабским мусульманством, вот таким черным цветом, то есть это далеко не Египет, это не это. Вот скорее вот я вот сижу вся такая разноцветная, вот я больше похожа на египетскую женщину, чем арабские женщины, которые здесь живут. Мне кажется, я тоже. Да. Мы больше похожи на египетских женщин, чем арабские местные женщины, которые ходят. Хотя я спрашивала у своих знакомых, которые мусульманские женщины и в Египте живут, я говорю, а почему? Почему носят? Они говорят, нет, они отрицают этот факт. Они говорят, мы не носим, ну просто это деловой стиль у нас. А мы постоянно находимся в каких-то деловых взаимоотношениях, поэтому у нас как бы вот черная одежда это как бы деловая одежда, но мы любим разноцветное, но разноцветное, мне сказали, они носят в основном дома почему-то. Красоту для домашних. Ну, для домашних, я понимаю, можно хоть голый ходить там для домашних, но я же говорю, не говорю раздеться и ходить. Ну да, можно же закрыться можно в полностью такое закрыться, яркое. даже можно тоже паранджу одеть, но не черную. Ну ладно, мы же в чужой стране, пусть как хотят. Да, пусть уже. С уважением. Да, с уважением относятся. В стране, но я бы с удовольствием бы смотрела да. на разноцветные, на зеленые, на розовые паранджи, но такого нет, такого не существует тут. Вот. Хотя есть такие платья очень красивые, я еще летом дойду до них с такими вышивки разные, там желтого цвета, малинового, красного, белого, и такие вот они... Синие такие, они скрывают все недостатки и подчеркивают женскую фигуру, вот эту нежность, они такие легенькие. Ну вот это почему-то я не вижу на арабках их. Ну, так вот. Ну, значит, на мне увидите их. Да. Ну, знаете, что я еще заметила? Что как бы люди очень чистоплотные сами по себе, по сути.
Я ездила в маршрутках, в автобусах. Да, я тоже Я заметила. смотрю с Натальиного балкона, здесь живут арабы, у них практически нет окна, ну, не знаю точно, но они стирают, и стирают, и каждый стирают, и запах этой свежести идет на Натальин балкон, они просто, ну, как бы чистоплотные. Но когда вниз смотришь, там уже вот так вот голо, Да, там уже это улицы исчезает. все Да. грязные почему-то, Да. но в Да. доме жена стирает, Да, еще там вообще. что-то натирает, стирает. Хотя Ну, они тоже мы что-то тоже ходят. стираем, но я езжу, ну, я тот контингент, который езжу в метро, маршрутках. Как бы наши люди иногда не понимают, там, что если ты чеснока наелся, то будет пахнуть 2 дня. А здесь мы в маршрутке ездим. Ты хоть раз был от кого-то запах? Ни разу. Такой Я, неприятный, кстати, заметила, да. 100 раз об этом Да. говорила. Я что тоже это в маршрутке наблюдаю. ездят бедные люди, Да. которым, казалось бы, у них нет ни машинки стиральной, Они ни моются порошка. постоянно. 5 Я не знаю, И почему. никогда я не Нет, именно вот почувствовала запах. я этот, как нюхач по жизни по своей. Я нюхач, Меня у меня ругают, нос да, такой. за это, но Я когда еду в Да. наших белорусских автобусах, я всегда слышу... в Москве в метро, там, во-первых, так, ладно, нельзя, Ладно, об этом закрыли нельзя. эту тему. Вот, короче, мы... Здесь жара, Да, летом я никогда не слышала Да. вообще ни разу Вот запаха естественного, от египтян. природного даже Никогда. запах пота, вот, пардонте, Почему-то. да, или может у них продукты чистые, Я не знаю. Давайте начнем с этого. Молятся и моются часто. а рот, что там у них, Что ты- Посмотри, какие у них Нет. белые зубы. дыхание какое, как бы, а скажет, а ты Ну, не у откуда всех, нюхала дыхание? Ну кроме ладно. деревенских, которые... Ладно, давайте, вода это уже портит. как-то мы переплываем, Ну, наверное, это в очень какую-то интересная политику. тема. Да. Так, еще одна тема, кстати, это цифры и факты. И поэтому нас никто как бы не будет за это обвинять, потому что это, ну, как бы взято из, как это считают, которые статистические данные. Еще о чем я хочу сказать. Население Египта 104 миллиона. Вы представляете? Вот на такой маленькой площади живет народ практически численностью, как огромная-преогромная Россия. И в этом населении 47 тысяч у нас пенсионеров, 1/3 часть у нас пенсионеры. Это хороший показатель. Мгм. Живучие мы. Нас лопатой не убьешь. Мы как бы, Мгм. нас бьют, а мы крепчаем. У египтян вот этого пожилого населения всего лишь 21 миллион. Мгм. Понимаете, это где-то 1/5. Зато у них долгожителей что-то 1,5 миллиона, что ли. Представляете? И вот эта основная масса от 30 до 60 лет люди, она самая огромная. Вы понимаете, что Египет не входит еще в десятку самых больших стран. Он 12-й по счету, но к 50-му году он уже поднимется. Представляете, какие у них физические данные, физиологические данные. Понимаете, какая страна, как она Эта растет. страна, у нее Да, она еще плодовитая. великое будущее. Да, как моя подруга В нее в отеле вложено очень много миллионов долларов. достала апельсины, когда Впереди очень великое. да, начали ядрышки оттуда выпадать. Получилось полтарелки. Она говорит, ну в этой стране все плодовитое. Просто Просто полтарелки. чего-то не хватает. Да, Чуть-чуть да. чего-то не хватает. Надо... И смотрите, и эта страна, вот опять, ну как бы я потихоньку, плавно, медленно перетекаю о своих понятиях, о египтянах, понятиях и принятиях. И вот это вот огромное количество населения, плавно как бы перерастающее практически к уровню численности России, оно имеет, ну как бы второе место по богатству после ЮАР. Понимаете, что? Мгм. А теперь подумайте, откуда богатство в Египте? Мы уже с тобой говорили. Они делают бизнес в туризме, они строят, они продают. Ну, в туризме это Да. маленький бизнес. Все думают, что вот они на Нет, нас не типа маленький, зря вы так наживаются, говорите. но на Но у них самом ресурсы деле сильные. Это у да. них нефть, Это мощный. а нефть. Практически нет промышленности, но они являются второй в Африке по богатству страны. У них ресурсы... Смотрите, очень много наплыв. Так, 3 страны, которые сейчас лидируют по перемещению сюда, это Великобритания, Германия и Украина. Понимаете? Ну, Украина
как мы уже вычислили, что не богатая Это страна. только лидирует, Да. и плюс еще все Они остальные лидируют. Ну и страны. 50% не говорят про русских, потому что сейчас нельзя говорить, потому что могут санкции делать. Господи, нельзя говорить. Ну, как бы, мы все знаем, да, что... Какие санкции? Да. Нет, для Египта могут, если он будет говорить, что в составе сколько-то процентов русских, это, не нужно сейчас, такие времена сейчас смутные. Поэтому мы все понимаем. Поэтому мы сказали. Да. Ой, Виктория, надо убрать. Это незаметно. Да, и, понимаете, что мы везем сюда деньги, что мы расходники для этого государства. Так, сколько и мы мы едим? Да. Овощей, Сколько мы фруктов. покупаем, и это все наши... Вот ты себе представь, сколько тут 105 миллионов, ты говоришь, население, плюс Да. еще плюс Да. миллионы людей приезжают кушать в отеле, сколько овощей и фруктов надо. И мы это все оплачиваем. Да, и мы это все И мы оплачиваем не дешево, а именно по-европейски мы оплачиваем. Понимаете, вы подумайте, какой. Слушайте, Поэтому Алена правильно говорит. Алена, собери рюкзак, говорит, что мы дойные коровы, поэтому нас обижать нельзя. Мы и святые. Да, и мы чувствуем себя здесь безопасными. Поэтому одно еще из объяснений того, что ты в любом возрасте здесь будешь востребована. Как турист, да, как турист, потому что мы как святые. женщина. Поэтому не обольщайтесь особо. Пока мы здесь туристы, мы святые. Да. И как женщина мы тоже здесь святые. Да, главное не обращаться. Да. Где каждый... Главное не лезть в другие... Да, не углубляться. Не углубляться. Там мы Да. пока еще не поднимали тему о замужестве, Да. поэтому не углубляться туда. Вот пока вы просто турист, и пока вы привозите сюда деньги, либо вы их как-то создаете эти деньги здесь для того, чтобы здесь потратить их, вы здесь святые. Да, поэтому не грузитесь особо. Я на отдыхе, Наталья... Мы в безопасности. Там сколько-то, и также и Виктория. Мы проживем здесь столько, сколько, наверное, наши... в головном мозге эти нейронные связи, мы же рисуем их, Сколько нейронные связи нам... Пока нейронные связи выстраивают. Удовольствие. Да, самое главное, что мы... Да, эти нейронные связи... Если они высохнут, мы уедем отсюда. Да, мы берем мачете, их прорубаем вначале, чтобы встать, и эту проложить тропинку в Египет. Это очень тяжело, потому что они засыхают, эти тропинки нейронные. И это каждый раз... Ты как будто в первый раз. Ты прорубаешь это, приезжаешь сюда, делаешь широкую тропку, все здесь узнаешь, возвращаешься опять туда, и все это погрязнешь, все это опять тропинка заросла. Либо ты здесь, либо ты просто... Поэтому наши эти нейроны, они летают свободно. Просто берите и стройте эти цепочки. И в принципе, Когда мы будем кушать? О Египте все сказала. И, ты мне скажи, пожалуйста, вернее, зрителям скажи, что ты любишь тут кушать? Так, мое любимое блюдо. Египетское. Я попробовала кошари, я попробовала эти беляши, не знаю, как они называются. У меня, понимаете, сложно с арабским языком. Я могу целый день запоминать слово, а потом я даже, сейчас спасибо скажи, я не знаю, они не идут. Это надо быть долго, годами. Рыбный супчик, я думаю, это даже не египетский, я думаю, что это какой-то тайский вкусный рыбный ресторан. Как скажу, мой организм не берет египетскую еду, потому что у меня проблемы где-то здесь в ЖКТ. И поэтому у меня потом проблемы какие-то возникают, поэтому я люблю русско-украинскую и европейскую, белорусскую, все наши славянские кухни, и европейскую я люблю. Тут кухни все есть, можно найти любую кухню, хоть китайскую. Маленько просто мне не подходит, мне нравится, как они это делают, как они красиво, вчера как быстро так накладывает, как в Турции, прям шоу просто. Здесь любая кухня на любой вкус есть, все можно найти. Все, можно попробовать, и все недорого. Мы рассуждали об этом, как, допустим, открыть кафе в Египте египтянам, то это очень дорого. Дешево для них получается. Дешево. Если нет от государства субсидий, то это вообще за копейки. То есть дешево это работают они за копейки, так мы хотели сказать. То есть зарабатывать здесь
не знаю. это И надо если быть у нас в очень- России социальное кафе, то государство доплачивает. И 50% берет расходов на себя, поэтому это выгодно. А здесь они прям как будто все социальные. Не думаю я, что им на государство все они налоги помогает. платят, на сотовую Да. связь они налоги Да. платят. То есть как-то так не очень-то им, даже вот местным жителям некомфортно здесь зарабатывать деньги. Как-то не предусмотрено для них. Людочка меня побаловала, сварила борщик. Ой, ну давай насыпай. Так хочу, не могу уже. Он не такой классический с Ой. мясом, с фрикадельками. Чтобы Да давай. экономить. Он горячий, да? Он огненный, видишь, парит А, вообще. ну давай. И чем больше- Они где-то там ходят, а я ем. Очень вкусно. Я же люблю покушать, вы все уже знаете это. Очень вкусно. Так, мы борщик съели. Мила говорит, по 3 варенички. Я говорю, как это так? У нас в Украине по 3 варенички не дают. А ну давай доделывай. Так что, чтобы было хотя бы, ну, несколько, как это 3 вареника. У нас так не принято в Украине. У нас целая тарелка должна быть. Много, но... Не, оказывается, ты профессионал в этой сфере, да? Да, я профессионал. Слушай, ты знаешь, что мы совпадаем с тобой. Да? Да, дело в том, что я родилась 9 числа. Где-то недавно видела в нумерологии, что те, кто родились 9 числа, они не любят готовить. Не, клянусь, я не очень люблю. Ну, я могу, но просто дело в том, что я очень занята, и я не могу сконцентрироваться. Поэтому мне подруга очень подходит, которая умеет готовить, любит. Ну Поэтому... я просто, для меня это медитация. Да ты что, да? Ну вот Я видишь, кайфую от этого. хороший тандем. Я буду приходить вязать, а ты будешь готовить. Да. Вот я же говорила, что это как сказка о царе Султане. Там 3 девицы было. Как Да, раз да. вот мы 3 девицы, красавицы. Одна бы наткала полотна, а другая на весь крещенный мир приготовила бы пир. Точно. А другая родила богатыря. Богатыря. А представь, я богатыря родила, весь мир могу накормить. Ты полотна можешь столько сделать, богатыря родила. Да. А вот она может родить богатыря, она родила тоже. Тоже родила все. Да, поэтому... А Всё. у нас еще, представь, какие с тобой еще способности. Да, Ты вообще. можешь обвязать весь мир, а я могу накормить весь мир. Такие красивые варенички, смотрите, дорогие друзья, видите? Какая чудесная женщина из Тольятти, да? Да, из Тольятти. Из Тольятти, так вот. Да. Как бы- Мужчины, если вы любите кушать, можете подружиться. Да. За ваши деньги любой каприз. За ваши деньги любой каприз, сказала Мила. Да. Сделала пюре картофельное. Давай. Не надо. А, это как так? у Юли Высоцкой. Да зачем нам, как у Юли? Брачок, да. Давай будут как обычные вареники. Как у Милы. Как у Милы, да. Вот. Ну и смотрите, я сразу могу прям готовить и запускать уже, потому что девчонки, ну, хотят... Давай, хочу кушать, хочу. А зажарка какая будет? А? Масло, с чем будем, зажарка, с чем будем кушать вареники? Вообще вареники как бы добавляют обжаренный лук. А. Я это упростила, я добавила его Я сделала вот такой соус, это моя импровизация, 2 ложки. Нет, 1,5 ложки горчицы, 2 ложки майонеза, 2 ложки кетчупа и 2 ложки вот этой вкуснейшей жирной сметанки. Ну, отлично, Всё, сейчас будем тут будет и пробовать. маслянистость, и кислинка, и горчинка, поэтому сейчас будем дегустировать. Наталья тут наяривает супчик, мы на балконе сидим. Ой, не супчик, борщик. И главное, что с телефоном не расстаешься. Главное, да, ей кавалеры звонят египетские, она их, как ты их распределяешь? Классификация по полочкам. Если я запихну... Так, дорогие друзья, у меня вот 5 вареников. Наташе 3. Наташа не украинка, ей 3 хватит. Да, я это... Мне побольше. Должна быть в действии, мне 2. Да, потому что я 3, я даже не почувствую, что это вообще было. Так что приятного Слушай, аппетита нам. Как бы получается символично, что я тебе приготовила все блюда украинской кухни. Да, Борщ, ты представляешь, какая у меня я тут не специально подруженция. так вареники. Так что давайте будем. Ну. Соус пробуйте. Да, классный Соус соус, обалденный. классный.